Доброе утро, зрители Stop Game! В эфире Инфакт. Обновленная Until Dawn, во-первых, существует, а во-вторых, скоро выйдет. Релиз переиздания интерактивного кинца про подростков состоится 4 октября. Для тех, кто забыл, в чем прикол этого обновления, напомню, что игру портанут на ПК и PS5, а еще серьезно подтянут графон, но только его. Сюжет трогать не будут. Игра переедет на 5-й Unreal и обзаведется обновленными моделями всего. Кроме этого, разработчики улучшат визуальные эффекты, заменят старенькие корявые анимации новыми, не корявенькими, подвинут камеру в катсценах ради более красивых кадров. Короче, хорошенько улучшит игру с технической точки зрения. Особое внимание во время разработки студия Ballistic Moon уделила технологии симуляции жидкости, чтобы создать более реалистичную кровяку для самых жестоких моментов. На персонажах будут появляться порезы и синяки, а вода, снег и слезы будут корректно взаимодействовать с моделями героев. Обновленная Until Dawn увидит свет 4 октября. Предзаказы откроются 21 августа, но помните, что для игры потребуется аккаунт PSN. Полная русская локализация в наличии. Следом за длиннющими дневниками разработчиков Stalker 2 вышел трейлер о мире и локациях игры. Это отдельное видео, которое, правда, заимствует некоторые кадры из предыдущего ролика. В видео можно обнаружить гору знакомых по предыдущим частям локаций, послушать звуковые эффекты и впечатлиться фотореалистичной пятиэтажкой. По текущему плану Stalker 2 Сердце Чернобыля должна выйти 20 ноября на ПК и Xbox Series. Гейб решил поправить Steam в неожиданном месте. Он обнаружил, что разработчики забивают описание игр в его магазине ссылками и сведениями, которые усложняют процесс ознакомления с товаром. Непорядок? Надо исправлять. И админы Steam исправили. Команда площадки выкатила новые правила публикации игр. Исходя из них, в описании продукта нельзя публиковать ссылки на сторонние ресурсы. Для этого есть специальные поля сбоку. Запрещается имитировать картинками кнопки самой Steam и добавлять ссылки на другие игры с целью продвижения одного продукта через другой. Перечисленные выше нововведения вступят в силу в сентябре. Тогда все ссылки в текстовых описаниях будут автоматически скрыты. Успейте нажать, если давно хотелось, но не было повода. Пожестил, подумал Гейб, и хватит. После ужесточения правил Steam, глава Valve ввел послабление в другом месте. Операционка Steam Deck подружится с портативными ПК от сторонних производителей. Выяснил это автор The Verge. Он увидел в списке исправлений свежего патча SteamOS пункт о том, что OS теперь поддерживает дополнительные кнопки Asus ROG Ally. Видимо, речь о тех, что находятся на тыльной стороне устройства. Журналист решил выяснить, что это значит, и взял комментарии у Valve и Asus. Valve честно призналась, что в SteamOS добавляют официальную поддержку сторонних устройств. Вот так, без интриги. Даже скучно как-то. Но не ждите ROG Ally с предустановленной OS от Гейба. Asus пока планирует придерживаться Windows. Еще надо пояснить, что формально вы уже можете установить SteamOS куда хотите. Вернее, не саму SteamOS, а альтернативные версии операционки от сообщества. Однако и совместимость получается похуже. Например, судя по Reddit, на ROG Ally с паленой SteamOS придется повозиться с тем, чтобы заработало управление питанием. С официальным портом таких проблем быть не должно. Рэнди Пичфорд, автор Borderlands, решил, что не может молча пережить провал фильма по своей франшизе. Автор, видимо, захотел что-то сказать, но так, чтобы даже на фоне провального кино показаться крутым. И он, с уважением, но все-таки скажу это, выдал хорошую порцию кринжа. Цитата. «Так значит, вот что вы имеете в виду. Вам нравится, что мои друзья и я делаем с нашими видеоиграми по Borderlands даже больше, чем то, что делают одни из самых известных и лучших актеров и киноспециалистов на планете? Я чрезвычайно польщен. Мы особенно усердно работаем над тем, что, написал с 4, будет дальше». Конец цитаты. Намек на следующую борду понятен, но она от публики, кажется, и не скрывалась. Пишите в комментах, как вам такая точка зрения на ситуацию. Как минимум, дядька пытается искать плюсы во всем. Arrowhead представила план развития Helldivers 2. Сроки скромные, всего 60 дней, но хотят успеть сделать многое. Разработчики планируют переделать баланс, обновить механику урона от огня, редизайнуть основное оружие, пофиксить баги игрового процесса, докинуть оптимизацию и переработать громил. Кто это такие, я не знаю, но надеюсь, фанаты игры воодушевлены. Кроме роудмапы, гейм-директор проекта Микаэль Эриксон обозначил ряд бессрочных целей.
Среди них дать игрокам доступ к бета-версии Helldivers 2, так обновы тестить удобнее, подробнее расписывать детали обновлений и стримить почаще, чтобы делиться деталями разработки. Конкорд, похоже, тот герой, которого Готэм не заслуживает. Да он ему и не нужен в принципе, но герой есть. Даже после гор критики беты авторы рассчитывают, что релиз станет началом долгого пути. Тому, что будет происходить с Конкорд после запуска, посвятили запись в блоге. Роудмапа на ваших экранах. Надеюсь. Амбициозно, конечно. Собираются игру как минимум год поддерживать. Что ж, удачи вам, ребята. Ждем релиз вкуснятины 23 августа. Escape from Tarkov не планирует выходить в релиз в ближайшее время, в отличие от Concord, но, в отличие от Concord, многим нужна и обновляется. Battlestate Games готовится выпустить масштабную обнову 0.15 для Escape from Tarkov уже 20 августа. Вместе с патчем наступит вайп и ад для тех, кто не любит мины и растяжки. В трейлере обновления показали новую версию локации Завод, которую существенно расширят и даже добавят область на улице. Также зрителям продемонстрировали новые образцы оружия: пулемет М60, пистолет-пулемет УЗИ, автомат СР-3М и пистолет Desert Eagle. Ключевая фишка обновления — мины и растяжки. Глава студии разработки Никита Буянов обещал, что с механикой установки появятся и способы обезвреживания, но наверняка в первые месяцы комьюнити Escape from Tarkov будет подрываться не раз и не два, хотя подорваться в игре и без мин было несложно. А на нашем сайте несложно найти интересное. Вот, например, Алексей Лихачев написал обзор ремастера Sam & Max. Ссылочку на текст оставил в описании. Не забудьте про лайк и хорошего вам четверга. Пока!